Breeder DAO – новый парачейн-проект, созданный для всех фанатов механики Play to Earn, но он ориентирован на гильдии, объединение игроков, созданные с целью заработка. В данный момент проект на стадии разработки, и в первом квартале 2022 года ожидается запуск его внутреннего токена и протокола стейкинга. Это значимое событие для криптосообщества, поскольку такое явление, как гильдии, уже весьма широко распространено, но каждая гильдия до сих пор по-своему подходит к партнерству. И единых правил и площадок, удобных для всех, не существует. Основное назначение проекта – это генерация уникальных NFT для различных игр на базе блокчейна. Это буквально означает, что с помощью искусственного интеллекта платформа будет создавать персонажей и предметы с уникальными свойствами, каждый из которых будет обладать уникальным набором характеристик и ценностью. Этих персонажей можно будет интегрировать в парачейн-приложение, чтобы игроки получали выгоду от владения ими. Их владельцами станут участники крупнейших гильдий, которые подключатся к платформе. Всего в планах у разработчиков выпустить более 100 тысяч NFT для порядка 50 гильдий в 8 или более партнерских играх. Сложно сказать, каким будет масштаб проекта спустя несколько лет. Спрос на NFT постоянно растет, и главная задача Breeder DAO – оптимизировать их производство, сделав активы более доступными для гильдий. Многим игрокам мешает развиваться именно отсутствие возможности свободно приобрести предмет или персонажа. Разработчики хотят решить эту проблему, чтобы гильдии могли масштабироваться и зарабатывать еще больше. Еще в 2018 году механика Play to Earn воспринималась как что-то вроде онлайн-казино, лотереи или ставок на спорт. Многие считали, что это сомнительный способ заработка. Но сегодня сотни тысяч игроков по всему миру успешно получают вознаграждение за новые уровни и коллекционные предметы. Для жителей стран с развивающейся экономикой это отличный способ зарабатывать даже при условии высокого уровня безработицы. Игры на блокчейне из обычного развлечения постепенно превращаются в прибыльный бизнес, выгодный как для их разработчиков, так и для игроков. Многие привыкли к понятию гильдия в обычных онлайн-играх. Это своего рода команда, где каждый игрок выполняет определенную задачу или целый их комплекс. От эффективности членов гильдии зависит ее успех и общий доход, который делится между ними поровну, либо с учетом продуктивности каждого. Вне команды заработок таких игроков был бы ниже, но гильдия дает им ресурсы, благодаря которым выигрыши все участники игрового процесса. В случае с механизмом Pay to Earn гильдии зарабатывают подобным образом. Игроки берут представляемые сообществом активы в аренду, чтобы приумножать их. С ними делятся не только ресурсами, но и информацией о том, что необходимо делать, чтобы количество токенов росло, а новые уникальные и дорогостоящие NFT становились источником дохода. Но для оптимизации приобретения активов гильдиям просто необходим проект вроде Breeder DAO, ведь с его помощью можно было бы заинтересовать метавселенными миллионы геймеров по всему миру. Есть несколько ключевых особенностей проекта, о которых известно уже сейчас. Первое. Breeder DAO оптимизирует процесс создания токенов NFT, чтобы помочь гильдиям расти быстрее. Это значит, что уровень защиты активов останется высоким, но при этом увеличится их количество, и доступ к уникальным персонажам и предметам получит большее число игроков. Вторая. Поскольку все гильдии разные и принципы работы внутри них отличаются, разработчики посчитали оптимальным вариантом создание гибкого набора инструментов. С его помощью лидеры гильдий смогут установить нужные им внутренние правила по выбору, чтобы ускорить масштабирование и рост экономики.
Третья особенность. Производством активов смогут заниматься как гильдии, так и отдельные пользователи платформы. Все они получат одинаковый набор инструментов для генерации NFT и смогут распоряжаться им по своему усмотрению. Уже сегодня разработчики демонстрируют многообразие персонажей, которых можно создавать с помощью Breeder DAO. Это милые существа, похожие на покемонов для пошаговой стратегии, фигурки людей для спортивных и музыкальных игр, и даже краб, который будет принимать участие в крабовой битве. Персонажи будут создаваться с учетом запросов гильдий и отдельных игроков, что сделает их еще более интересными и уникальными. Теперь давайте обсудим команду проекта. Среди разработчиков Breeder DAO немало уважаемых людей, внесших вклад в развитие криптосообщества. Но есть и талантливые новички, для которых это первый проект. Его создатель Габи Дейзен, основатель Yield Guild Games. Он был первым, кто ввел систему стипендий для гильдий. Его соучредитель Пирс Кикс также возглавляет криптоподразделение BitCraft, одного из самых крупных в мире игровых фондов. Еще один основатель Do Kwon является генеральным директором Terraform Labs. Наконец, Райан Вят, вошедший в топ-33 самых влиятельных людей компании YouTube. Другие участники команды также заслуживают внимания, и узнать о них больше можно на сайте проекта. Планы на будущее. Разработчики проекта весьма амбициозно настроены, и это можно понять по дорожной карте, опубликованной на сайте. Ближе к концу весны 2022 года они планируют начать сотрудничество со 100 партнерскими гильдиями и развернуть 30 интеграций с различными ончейн играми. На сайте также появится долгожданная игровая панель, которую сможет опробовать каждый желающий. К осени того же года начнется первый этап производства уникальных активов с помощью искусственного интеллекта. Глобальными целями разработчиков можно назвать: первое – интеграцию хранилища DeFi, второе – построение межсетевого рынка Pay to Earn, и третье – это участие в более 100 игровых экономиках мира. Важно отметить, что проект на ранней стадии разработки поддержали крупные и довольно влиятельные игроки рынка. Это Андерсен Хоровиц, Delphi Digital, Hachette, Com2Us, Infinity Ventures Crypto и многие другие. С такой поддержкой у проекта есть все шансы в кавычках выстрелить и стать важным звеном, которое свяжет геймеров по всему миру. В данный момент у проекта нет white paper, но разработчики обещают в скором времени предоставить сообществу этот ключевой документ.